We are discussing one verse from the Bhagavad Gita. Сегодня мы обсудим один стих из Бхагавад-гиты, 10th chapter, из 10 главы, text 32. текст 32. Sarganam adi antashcha mадхйам чаива Арджуна тма-видйа vidyanam vada pravadata aham. Translation. Перевод. They will bring it back with the people. Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle, O Arджуна. Из всех творений я начало и конец, также середина, о Арджуна. Of all sciences, I am the spiritual science of the self. Из всех наук я духовная наука самоосознания. And among logicians, I am the conclusive truth. А из видов логик я умозаключение. Комментарий. You have? In Russian, no? Yeah. Первым этапом творения является сотворение совокупности материальных элементов. Как уже говорилось, материальный космос создают и поддерживают Маха-Вишну, Гарбха-Дакашая-Вишну и Кшира-Дакашая-Вишну. А затем его уничтожает Господь Шива. Брахма – это вторичный творец. Все, кто создает, поддерживает и уничтожает мироздание, являются воплощениями материальных гун Верховного Господа. Поэтому его называют началом, серединой и концом творения. Есть много разных книг, помогающих людям обрести знания. Это 4 веды, 6 дополнений к ним, Веданта-сутра, труды по логике, Дхарма-шастры и Пураны. Всего существует 14 видов книг, дающих знания. Из них книга, в которой изложено духовное знание, тма-видйа, а именно Веданта-сутра, представляет Кришну. Знатоки логики в спорах используют различные виды доводов. Доказательства своей правоты с помощью тех же аргументов, которыми пользуется противник, называют джалпой. Попытки любой ценой опровергнуть доводы противника называют витандой. Однако попытки установить в споре истину называют вадой. Такой спор, ведущий к истине, представляет Кришна. So here Krishna explains that among the things which are created out of the material energy, Итак, здесь Кришна объясняет, что среди тех вещей, которые сотворены и являются частью материальной энергии, starting from the Mahatattva, начиная с Махаттатвы, that he is the beginning, он говорит, что он является началом. he is also the end, И он также конец, and he is the middle as well. и также середина. The creation, maintenance and destruction all depend on the energy or Vibhути of the Lord. Творение, поддержание и разрушение, все это полностью зависит от энергии Господа, которая называется Вибхути. So when you think about the gigantic cosmic manifestation, Итак, когда вы думаете о гигантском космическом проявлении, when you contemplate on how everything is being maintained, когда вы размышляете о том, как же все это поддерживается, and how ultimately everything is being annihilated, и как все в конечном счете разрушается, then you should think that this is the Vibhuti, the opulence of Krishna. тогда мы должны думать, что все это делает Вибхути, энергия Господа. Now in the verse 20, Lord Krishna gives a similar verse. И в 12 стихе Господь Кришна говорит очень похожий стих. Aham adi samadhyam sabhutanam anta eva cha. Here Krishna explains the same. Здесь Кришна объясняет то же самое.
But that is related to the eternal conscious living entity. Но это относится к вечным сознающим живым существам. They are also being placed into the innumerable species of life. Они помещены в бесчисленные виды жизни. They take birth in a particular body. Они рождаются в конкретных телах. According to their previous activities. В соответствии с их прошлыми деяниями. Karma. Кармой. Everybody receives a appropriate body. В соответствии с кармой каждый получает определенное тело. And then all these bodies are also being maintained. И все эти тела также как-то поддерживаются. So many animals in the forests. Так, много животных существует в лесах. So many elephants. Слонов. Whales. Китов. Gigantic bodies, all being maintained. Гигантские тела, и все это как-то поддерживается. And again, ultimately, they're also being destroyed. И снова, в конечном счете, все это разрушается. Mritu savahara shaham. Every living entity has to die. Каждое живое существо должно умереть. So in this way, Krishna also in verse 20, he explained the same thing related to the living entity. I'm also the beginning, the maintenance, middle, and death, the end. И вот в этом стихе, в 20-м, Кришна говорит, что он является началом, поддерживающим всего, и в конце концов он все уничтожает. Therefore, there's no repetition. Поэтому нет повторений. Because this verse now relates to the material energy. Потому что этот стих в данном случае относится к материальной энергии. Cosmic manifestation and annihilation and maintenance. Космическому проявлению, созиданию, разрушению. Now in this verse today Krishna also explains about the process of knowledge. И в сегодняшнем стихе, который мы прочитали, Господь Кришна говорит о процессе знания. The Vedic knowledge recognizes 14 different categories of knowledge. Ведическое знание можно разделить на 14 категорий знания. The 4 Vedas, original Vedas. 4 изначальные веды. Then they have 6 angas, 6 parts of the Vedas. Эти 4 веды и можно разделить на 6 анг, 6 частей вед. Then you have Mimamsa, Nyaya. Есть также Мимамса, Ньяя, The Dharma Shastras you have. Дхарма шастры And you have the Puranas. и также Пураны. So altogether they are considered to be represent 14 different types of knowledge. И все это вкупе составляет 14 видов знания ведического. And among all these different types of knowledge, И среди всех видов ведического знания Krishna explains, I am the science, spiritual science of the Atma. Кришна говорит, что я являюсь духовной наукой души, познания души. Of the soul. Души. Because that's the most important part, element in the entire creation. Потому что это самый важный элемент во всем творении. Like I explained yesterday, everything else will pass away. Как вчера мы уже говорили, что все рано или поздно исчезнет. All things must pass. Все вещи It's all temporary. должны. Все временно. But what remains is the Atma, the soul. А что останется, это душа. Она останется. Therefore Krishna states, because that will remain, I am the science, I am the knowledge of that Atma, the soul. This is what represents Krishna. И поскольку именно душа остается, Кришна говорит, что я являюсь наукой о душе. Потому что это остается, это представляет Кришну. Then it is also further explained. Далее также объясняется, There are 3 different types of argumentations. что существует 3 вида доводов. Srila Prabhupada refers to it in the purport. И Шрила Прабхупада разъясняет это в своем комментарии. We can quickly go over it again. Можем снова это повторить. Because Krishna states, there's this Vada, Jalpa and Vitanda. Господь Кришна говорит, что есть Вада, Джалпа и Витанда. And Krishna explains, among those 3, I'm Vada. И из этих 3 я являюсь Вадой. Because it's Jalpa, people argue with each other. Джалпа – это то, когда люди просто спорят друг с другом. Jalpa means that you want to establish your point, I want to establish my point.
Джалпа означает, один хочет установить свою точку зрения, мнение, а другой хочет утвердить свое мнение. There will be no compromise. И никаких компромиссов. Either my point will be established or your point. Либо ваше мнение, либо мое мнение. In other words, whenever you talk, I don't hear anything. Иными словами, когда вы говорите что-то, я вас просто не слышу. If you talk, I will ask someone else, do you hear some sound? Например, когда вы говорите, я отвечаю, а ты слышишь, какой-то звук там What раздается? is the sound? Что это за звук какой-то? Then you establish your point. И затем вы утверждаете свою точку зрения. You're not interested in any solution, any compromise. You're not even interested in the truth. Вас не интересуют никакие решения, никакие компромиссы. В конечном счете вас не интересует даже истина. Because truth means I might be wrong or you might be wrong. Потому что истина состоит в том, что либо я могу быть неправым, либо вы можете быть неправым. But jalpa means whatever I say, that's the truth. Но джалпа означает, что бы я ни сказал, это истина. And it is here further explained Далее объясняется, that when both parties desire to win by establishing their own opinion with proofs and arguments, что когда две стороны пытаются установить истину с помощью логики и аргументов, they often take to unfair means. Свои мнения пытаются утвердить, они часто прибегают к нечестным средствам. One is called chala. И одно из них называется чала. You sidestep, you try to avoid the point of discussion. То есть чала означает, что вы пытаетесь изменить тему дискуссии, избежать. Like the opponent makes a particular point. Как вот, например, ваш оппонент, он придерживается какой-то позиции, темы, In order to corner you, defeat you. для того, чтобы, ну так сказать, прижать вас к углу и в конце концов разбить вас. But then you talk about something else. А вы начинаете говорить о чем-то другом. You have experience of that? У вас есть такой опыт? They all of a sudden they just change the topic. То есть вдруг внезапно тема разговора меняется. You talk about who shall cook at a Sunday program. Вы спрашивали, а кто вообще готовил на воскресную программу? Кто приготовил? And then as a reply, the other person, he argues back Кто будет готовить? А другой отвечает. that I'm convinced they didn't land on the moon. Я убежден, что никто не приземлялся на Луну. The word chala, you avoid the topic, you bypass, you sidestep the whole issue. То есть это и есть чала, когда вы пытаетесь избежать главной темы, как-то уйти от нее. Or they do what is called jati. Jati means false generalization. Или Generalize everything. еще одним таким ложным средством является джати. Это ложное обобщение. Like you're being accused, you chant too loud japa. Как, например, вы делаете замечание, вы воспеваете джапу слишком громко. Who says? Кто говорит? You reply. Who says? Вообще кто это говорит? Reply, then you reply jati. То есть это называется ответ джати. Everybody says. Все говорят. Generalize. Ваш ответ вы так обобщаете. Все говорят. Everybody says this. Вот каждый говорит, все. But maybe it's only you are saying it. Но это говорите вы, а не все. Then you have a syllogist. Syllogism. Силлогизм также есть такой принцип. There's in Sanskrit nigraha sthana. На санскрите это называется ниграха стана. That means a deductive way of thinking. Это дидактический тип мышления. Like it consists of 3 elements. Он состоит из 3 элементов. There's this major premise, minor premise, and conclusion. Большая посылка, малая посылка, исключение. Like all birds are animals. Например, все птицы – это животные. All parrots are birds. Все попугаи – это птицы. Therefore, all parrots are animals. Поэтому все попугаи – это животные. You follow? Ну, то есть понятно, да? Do you follow? Следите за мыслью, да? Понятно? But then there's also fallacy with that kind of deductive way of thinking that you can also go wrong.
Но есть также логическая ошибка вот в таком дедуктивном способе мышления, который приводит к неправильному выводу. Like horses have 4 legs. Например, у лошади 4 ноги, The cows have 4 legs. у коровы 4 ноги. Therefore, horses are cows. Поэтому лошадь это корова. So sometimes in argumentation, they also use this kind of deductive, thinking or arguing. И иногда в логике используются вот эти дедуктивный тип мышления и ошибки допускаются. So this vada means when you discuss with someone a particular topic, vada means you're only interested in the truth. What is really true? А вада означает, что когда вы с кем-то ведете диалог, вас интересует только истина. The other previous 2 types of argumentation means you're only interested in what you think is right. Два предыдущих типа доказательства относятся только к вашему мнению. Вы интересуетесь только своим мнением, хотите его утвердить. And in order to establish your point of view, you use all kinds of skills and expertise to defeat the opponent. И для того, чтобы утвердить свою позицию, вы используете разные уловки, разные средства для того, чтобы разгромить своего оппонента. But vada means you're genuinely interested in the truth. Но вада означает, что вы главным образом интересуетесь только истиной. And you're open, I might be wrong. И вы готовы признать, что да, я могу быть и неправ. So let us discuss, let us find out. Поэтому давайте поговорим, давайте обсудим это и выясним. That is called vada. Это называется вада. And Krishna, he states, I'm that vada. И Кришна говорит, я вот как раз и являюсь этой вадой. So we all should be interested in that type of conversation or, if necessary, argumentation. Итак, мы должны всегда интересоваться вот именно таким видом обсуждений, и если возникают дискуссии, то они должны проходить именно так. Krishna conscious person is not interested in just arguing for the sake of arguing. Человек в сознании Кришны не должен интересоваться спором ради спора. Krishna conscious person is only interested in the truth. Люди в сознании Кришны должны интересоваться только истиной. Like nowadays, generally people think that truth means that which I can perceive with my senses, particular what I can see. Как сейчас, главным образом, люди думают, что истина – это то, что я могу воспринять своими чувствами, и главным образом через наблюдение. Like seeing, they say seeing means believing. Как они говорят, если я вижу, значит я верю. I see something, then I can believe in it. Если я увидел что-то, значит я в это могу поверить. But that's not a very sound argument. Но это не слишком такой хороший аргумент. Because there's so many things you cannot directly perceive. Потому что существует множество вещей, которые вы не можете созерцать непосредственно. Like the soul. Как, например, душа. You cannot see the soul. Мы не можем видеть душу. But still it exists. Но, тем не менее, она существует. I cannot see your mind. Я не могу видеть ваш ум, You cannot see my mind. а вы мой тоже не можете увидеть. Only the external manifestations, symptoms of the mind. Мы можем видеть лишь внешние проявления ума. Similarly, yes, we cannot see Krishna. Точно так же мы не можем видеть Кришну. So what? Ну и что? We cannot see so many things. Мы не можем видеть множество вещей. Like the other example is the atom. We cannot see. Или еще один пример – это атом, который мы тоже не можем увидеть. And you cannot challenge scientists. I want to see the atom right now. Otherwise, I don't believe in it. И вы не можете бросить ученым такой вызов. Вот если я не увижу атом прямо сейчас, то все, я в него не буду верить. Even if they agree, даже если мы согласимся, okay, они we will show you согласятся. the atom. Хорошо, мы покажем тебе атом. They just give you a computer printout Они сделают вам компьютерную распечатку, with all kinds of complicated equations and symbols. и там будет множество уравнений и различных цифр. But unless you're a scientist, you will not understand anything. Но если вы не ученый, не знаете язык науки, то вы там ничего не поймете. But for another scientist, yeah, that's the proof. That's it. Но другой ученый посмотрит на это и скажет, да, это истина, это и есть доказательство. Same thing with Krishna. То же самое с Кришной.
Krishna, the soul, Кришна и душа, spiritual world. духовный мир. Yes, we cannot see Да, мы не можем этого видеть in our condition. в нашем обусловленном состоянии. But when we are properly educated and trained, Но если мы получили правильное образование и прошли надлежащую подготовку, then the proof will be there. тогда мы сможем познать истину. Just like again in any science, Как снова вернемся в любой науке, you have literature you refer to, есть литература, которая относится, на которую мы ссылаемся. you have scientists, Есть ученые, you have experimentation. опыты. Some scientists, they made experimentations, they have a direct experience, Некоторые ученые проводят эксперименты, и они так получают непосредственный опыт. and this experience is repeatedly happening. И этот опыт, опыт это то, что постоянно происходит, воспроизводится Confirmed by so many other scientists. и подтверждается многими учеными. Then it becomes a science. Тогда это можно назвать наукой. Same thing with the spiritual science. То же самое относится и к духовной науке. We have our spiritual scientists, У нас есть свои духовные ученые, our acharyas. наши ачарьи. They have direct experience, У них есть непосредственный опыт, beginning with Lord Brahma. начиная с Господа Брахмы. He saw Krishna. Он увидел Кришну. He had a vision of the spiritual sky. У него было видение духовного неба. He describes everything in his Brahma Samhita. И все это он описал в Брахма Самхите. We have a spiritual, scientific literatures. У нас есть духовная научная литература, Everything has been confirmed. в которой все подтверждается. No contradictions. И там нет никаких противоречий. Because mundane Indologists, they think there's so many contradictions in the Vedic literatures. Ученые-индологи считают, что в ведической литературе множество противоречий. Like here it is described in the Upanishads, Как вот здесь говорится, что Упанишады, the Supreme Lord, he has no hands, he has no legs, как в Упанишадах говорится, что у Господа нет ни головы, ни рук, and yet he accepts all the offerings of his devotees, и тем не менее Он принимает все подношения своих преданных. and he can move faster than anybody else. И Он движется быстрее, чем кто-либо. Pure contradiction. Чистое противоречие. Like this, they think there's so many contradictions in the Vedas. И они вот так вот читают Веды и видят такие противоречия. But from a higher perspective, these are not contradictions. Но с более высокой позиции, точки зрения, противоречий никаких нет. Just different angle of vision are being described. Просто описываются разные углы зрения, разные точки зрения на абсолютную Like истину. the classic example of the blind people and the elephant. Как есть классический пример слепого человека и слона. So many blind people touch the elephant in different parts of the body. Разные слепые люди прикасались к разным частям тела слона. And then they give their own description, И они давали свое собственное описание. how the elephant looks like. Как выглядит этот слон? One is touching the ears. Один прикоснулся к уху. Yeah, that's the elephant. Big, round, like a plate, very, very soft. О, вот это вот слон, такая большая тарелка, мягкая, круглая Always moving. и постоянно движется. This is the elephant. Вот это вот и есть слон. Other blind person disagrees. No, А другой не согласился, нет, because he's touching the tusk of the elephant. потому что он прикоснулся к бивню слона, That's his description. и он дал свое описание. Not soft at all. Да нет, он никакой не мягкий, Very, very hard. очень крепкий, One side very pointed. и он сужается в Pointed. своих размерах, сужается. And the other side very thick. А с другой стороны он расширяется, A little bit bent. и он такой округлый, This is the elephant. изогнутый. Это и есть слон. In this way they all contradict each other. И так они противоречили друг другу. But a person who can see, Но человек, который мог видеть, these are not contradictions at all. он не видел всех этих противоречий. They're all right in their own way. Они все правы по-своему. They just experience the elephant from a different angle of view. Они просто получали свой опыт о слоне
с различных позиций, с различных точек зрения. The entire Vedic literatures, there's no contradiction. И в целом во всей ведической литературе противоречий никаких нет. The same object, absolute truth, Sri Krishna, is being described from different angles, different points of view. Единый объект познания, Господь Шри Кришна, описывается с разных точек зрения. So to see Krishna, one has to be qualified. Итак, для того, чтобы увидеть Кришну, человек должен быть квалифицирован. You have to study the literature, you have to pass your exams. Он должен быть обучен, пройти экзамены. And we are also dealing with a supreme conscious living entity. И мы также имеем дело, отношения с верховным и живым существом, у которого есть сознание. We do not study matter, Мы не изучаем материю, but a living entity, но живое существо, supreme living entity. и причем верховное живое существо. Therefore, our study also depends on our attitude and state of consciousness. Поэтому наше изучение Кришны зависит также от нашего отношения, настроения к Нему. What kind of condition our mind consciousness should have. В каком настроении должен находиться наш ум. That Krishna also explains in the Gita. И это Кришна также объясняет в Бхагавад-гите. With what kind of attitude, mentality, Krishna is pleased, satisfied. Какое настроение, какой менталитет удовлетворяет, приносит удовлетворение Господу Кришне? So that he will be willing to reveal himself. Какое настроение удовлетворяет Господа Кришну таким образом, чтобы он в конечном счете раскрыл себя? So taken everything together, this is a science, a spiritual science. И если все это взять вместе, то это образует духовную науку. Everybody can benefit. И каждый может получить благо от этого. Just like any other science, mathematics, Как, например, другая наука, математика. and so on and so forth, everybody can benefit. Каждый может получить от нее благо. It doesn't matter what your cultural background, your religious belief might be. И не имеет значения, к какой культуре вы принадлежите или какой вере религиозной. To benefit from mathematics. Независимо от этого, вы получаете благо от математики. We don't talk about Russian mathematics or what is it, Belarusian mathematics, Indian mathematics. Мы не говорим о русской математике или белорусской математике или индийской математике, German mathematics. немецкой математике. It's a science. It's a universal science, mathematics. Это наука, и она универсальна. This is Krishna consciousness. А это сознание Кришны. It is a spiritual science of the soul and the supreme soul. Это духовная, универсальная наука души и верховной души. Everybody can benefit. И каждый, абсолютно каждый, может получить от этого Doesn't блага. matter what your background might be. It doesn't matter. Не имеет значения, какое прошлое у человека. Study the science of Krishna consciousness, you will benefit. Если вы изучаете науку сознания Кришны, вы получаете благо. This is our proposal. Это наше предложение. Hare Krishna. Hare Krishna. Any thoughts you have? Какие-нибудь мысли по этой теме? Говорили про экзамены. Какие экзамены? Ну, то есть обучение, есть экзамены. Что экзамены? You talked about examinations. What kind of examinations? Exams. Exams. Examination. Exams. Exams. Initiation. First you have association with the devotees. Экзамены – это инициация, но для начала надо получить общение с преданными. And then when you qualify yourself properly, Затем мы становимся квалифицированы, общаясь с преданными, to associate with the devotees of Krishna properly, для того, чтобы общаться с преданными Кришны правильным образом. then you qualify yourself for the first exam, И так вы подготавливаете себя к первому экзамену, Diksha, initiation, дикша инициация, then you get your diploma. получаете диплом. You are now being initiated into the science of Krishna consciousness. Сейчас вы инициированы в науку сознания Кришны. Now you are being enrolled in the University of Krishna consciousness. Сейчас вы поступили в университет сознания Кришны.
Now you're qualified, you're bona fide to study. Все, вы теперь можете учиться, это истина. And you have your spiritual professor. И у вас также есть свой духовный профессор. Guru means spiritual professor. Гуру означает духовный профессор. He knows the science. He's supposed to know the science of Krishna consciousness. Он знает науку сознания Кришны, и он может ее передать. If a guru says, I don't know, well, maybe, not really. Если гуру говорит, ну, я не знаю, может быть, это не гуру. He must know the science of Krishna. Он должен знать науку о Кришне. Then he's guru, he's spiritual teacher, then he's qualified. Да, он духовный учитель, и он квалифицирован. And then the second exam. А потом второй экзамен, Second initiation. вторая инициация. Further you have to qualify yourself. То есть, которая требует дальнейшего улучшения квалификации. The second initiation brings you. First initiation, you accept guru. Первая инициация означает, что вы принимаете гуру. Second initiation, guru accepts you. Вторая инициация означает, что гуру принимает вас. Okay, now you come closer to guru, you come closer to the Vedic literatures. Ну, давай, вот приближайся ближе к гуру, ближе к ведической литературе. Upanaya means you come closer. Упаная означает, что вы становитесь ближе. Now guru talks about the topics he would otherwise not talk about. И гуру говорит о таких темах, о которых бы он раньше не говорил. Now you're more qualified. И так вы становитесь более квалифицированным. To dive deeper into the science of Krishna consciousness. Чтобы занырнуть еще глубже в науку сознания Кришны. You can worship the Archa Vigraha form of the Lord. И как следствие вы можете поклоняться в форме Арча Виграхи Господа. You begin to assist your professor. You can also teach. Вы начинаете помогать своему профессору, также начинаете учить. But you cannot claim you're a professor. Но вы не имеете права заявлять, что вы профессор. You assist. Вы помогаете. Assistant. Доцент. Помощник. Ассистент. Assistant. Помощник. And then you make third initiation. И дальше можно продвигаться, получить третью инициацию. All these material entanglements you renounce. И когда вы отвергаете все эти материальные привязанности, you have no more plans to settle in this material world. У вас больше не остается планов оставаться в этом материальном мире. One day you are living in a palace. И вы можете в один день оказаться во дворце, Next day underneath a tree. А в следующий день оказаться под деревом. Whatever Krishna arranges. Ну, как Кришна пожелает. Detached. You don't make any plans. Вы полностью отречены, у вас нет никаких планов. Then that's the vanaprastha state. Есть уровень ванапрастхи, Sannyas. саньяс. You renounce everything. Когда вы отрекаетесь от всего. So these are the 3 exams. Вот таковы 3 экзамена. And then when you pass all these exams, И если вы сдаете все эти экзамены, then you become professor yourself. тогда вы сами становитесь профессором. Then you also accept students. И вы также начинаете принимать учеников. And you guide them through the same process. И ведете их через тот же самый процесс. Понимаете? Any more questions? There's one. Что важнее, привязанность к Кришне или вот отречение в процессе самом? Вопрос все слышали? Что важнее, привязанность к Кришне или отречение в процессе, да, практики сознания Кришны? Правильно? What is more important, attachment to Krishna or disattachment to material energy in our process? What is more important? Attachment to Lord Krishna or practicing of disattachment to What's disattachment? Detachment. Disattachment. Detachment. What does he think? А что вы думаете по этому поводу?
Хорош. Вы что, не знаете? What do you think? Что вот вы все думаете по этому поводу? Привязанность к Кришне. You're not convinced. Вы не решительно, не убеждены в этом. Krishna's most important. Кришна, конечно же, более важен. Yes. Anything? Вот говорили про джалпу, да, это и сказать, что вроде преданные избегают. С другой стороны, как-то все равно не избежать, потому что люди часто какую-то ерунду говорят. Я тело, Бога нет, ну и все такое. И мы им говорим, есть. Ну и так и получается джалпа, да? Или это вада до тех пор, пока не закончится. You talked about what is jalpa and that we should refuse this kind of argumentation, jalpa, avoid it. But it is very difficult to avoid because when you preach to something, to someone, he says, for example, that there is no God, and you argue, no, there is God, and it begins such kind of argumentation. Is it jalpa or vada? No, you don't argue. Вы не спорите, You just establish the truth. вы просто стремитесь установить истину. I repeat question. I repeat question. Когда с людьми споришь, это, ну, доказываешь истину, что Кришна существует, Бог существует. Это что, джалпа, ложный спор или это вата? You just deliver the truth. You present the truth. Вы просто представляете истину. They might take, they might not take. Они могут ее принять или не принять. But you don't argue. Вы не спорите. You can use argues, Вы argumentations, можете использовать доказательства, but just to establish the truth. но только для того, чтобы утвердить истину. Arguing means for the sake of arguing. It doesn't matter. Let us just argue. Спор означает спор ради спора. Просто спорить. There's not really the interest in finding out, establishing what is true. И людей не интересует, что является истиной, их не интересует поиск истины. Like when the other person talks, Как, например, другой человек может что-то говорить, you don't even want to hear it. а вы это даже не хотите слышать. While the person talks, you also talk at the same time. Или, например, когда человек говорит, вы говорите Like то же now самое. I'm talking. You're not even interested in hearing. И нас не интересует, что человек говорит, Just слышит. argue for the sake of argue. If you can speak faster and louder, then you will win. И в этом случае, если вы способны говорить громче и быстрее, тогда вы победите. So there's a difference between arguing and trying to find out the truth, vada. В этом и заключается разница между спором и поиском истины, вадой. It's a question of mentality, attitude. Вопрос настроения, отношения. So let us stop here. Давайте на этом закончим Continue tomorrow. и завтра продолжим. Hare Krishna.